друзья! Привет! Несмотря на то, что мы готовим для вас много самых разных блюд, мы, как и многие из вас, любим по утрам позавтракать бутербродиком с колбаской, со сладким чаем. Но в нашем случае не покупной колбаской, не магазинной, а приготовленной дома на кухне из натуральных свежих продуктов, без всяких усилителей вкуса, стабилизаторов и желатинов. Нам понадобится для приготовления такой колбасы филе куриной грудки, филе бедрышек и совсем немного специй, самых обычных. Соль, сушеный чеснок, паприка копченая и черный перец. Но для красоты мы еще добавляем, и для вкуса, немного нарезанных оливок и сладкого перца. Но это не обязательно. Можете класть, можете не класть. Это просто наша придумка. Но способ приготовления этой колбасы вас удивит. Настолько он простой. И я уверена, и мы уверены, что будете готовить эту колбасу у себя на кухне довольно часто. Ну что, покажем, как мы это делаем? Поехали! Филе куриных бедрышек нарезаем на кубики. Сначала режем вдоль на такие полосочки. Потом нарезаем поперек. Нарезанные кусочки бедер перекладываем в емкость. Вот такого размера кусочки у нас должны получиться. Филе грудки нарезаем на кусочки покрупнее, потому что мы их будем перемалывать в блендере. Перекладываем получившийся фарш к рубленому филе бедрышек и смешиваем их. Теперь добавим специи. Копченую паприку, соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и 80 грамм молока. Если у вас есть сливки, можно использовать их. Все перемешиваем. Теперь фарш надо как следует вымесить рукой. Удобнее, конечно, это делать в перчатке. Замешиваем около 5 минут, пока фарш не приобретет вот такую вот волокнистую структуру. Закрываем пленкой пищевой и убираем фарш в холодильник на полчаса, чтобы он стабилизировался. Достали фарш из холодильника. За полчаса он стал более плотным. Теперь мы делим его примерно пополам. К одной половинке добавляем нарезанные оливки, а ко второй добавляем нарезанный красный перчик. И вот так вот перемешиваем. Берем рукав для запекания и разрезаем его. Сперва с одной стороны, потом с другой. Раскрываем, чтобы у нас получилось вот такое вот полотно. Выкладываем часть фарша оливками. Смачиваем руки водой. И формируем вначале руками вот такую вот плотную колбаску. Теперь начинаем заворачивать колбаску в рукав. Вот так каждый раз надавливая, чтобы выпустить максимально воздух из фарша. И прокатываем его до конца. Затем закручиваем хвостики. Сразу будем их фиксировать. Можно это делать с помощью веревочки, можно делать с помощью клипсы. Когда один кончик уже завязан, можно вот так вот еще постучать и утрамбовать нашу колбаску, чтобы сделать второй хвостик.
Перемешаем вторую половину фарша с болгарскими перчиками и будем из нее формировать вторую колбаску. Выкладываем колбаски на противень, застеленный бумагой для выпечки. И убираем в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 40-45. Колбаски наши готовы. Надо дать им остыть. А потом убрать в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Так что мы забыли упомянуть еще один важный ингредиент этого блюда. Это терпение. Потому что вы не представляете, какой аромат стоит на кухне. Хочется их съесть прямо вот так горячими. Но мы потерпим. Зато на завтрак у тебя будет твой желанный бутерброд с колбасой. Ну все, колбаска остыла. Надо снять эти пленочки. Дай-ка мне ножнички. Сейчас. Вот, подержу. Отрезаем хвостики. Так, давай сразу все хвостики отрежем. Так. Ножницы можно убрать. Снимаем все бумажки. Давай, Так. убирай. Вот я тоже в чем-то поучаствовал. По крайней мере, мусор выбросил. Вот колбаски готовы. Сейчас надо их завернуть в бумагу для выпечки и отправить в холодильник. Что ж, доброе утро, друзья. Ночь пролетела быстро, потому что мы хотели попробовать колбаску. Ну что ж, Давай, начнем. начнем. Открываем и начинаем резать. Вот так вот. Вот какая красота. Вот она. Прекрасная наша колбаска с оливками. Смотрите, друзья, какая красивая колбаска. Давай попробуем. Хочешь? Давай, давай, конечно, хочу. Вот Смотри. спрашивает, она еще спрашивает. Смотри, Конечно, хочу. какая красота. Как видны кусочки беленькие, кусочки мяса. Попробуй. М? Очень вкусно. И вкус оливок чувствуется. Очень вкусная колбаса. Прям настоящая колбаса. И заметьте, без всяких добавок. А плотненько. Да, потому что она постояла, затвердела, стабилизировалась. Отлично. На завтрак прямо самое оно. Ну что, убирай. Будем пробовать следующую. Давай. Давай-ка попробуем теперь эту. Давай, Так. пробуй. С перчиком тебе больше нравится или с оливками? Мне с перчиком. А мне с оливками. Отлично, значит, нам всем на завтра хватит. Ну,
Ребята, колбаса получилась на славу. И рецепт несложный. Главное ночь перетерпеть. А самое главное, друзья, вы можете класть эти добавки в фарш куриный, можете не класть. Все равно у вас получится идеально, потому что это прекрасный рецепт. Так что подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами и задавайте нам вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых потрясающе вкусной едой. И лайки ставить не забывайте. Пока! До новых встреч!